мой дарлинг, с вами Симона, и я приветствую вас после своего небольшого отпуска. Надеюсь, вы соскучились, потому что я очень соскучилась, не по Никакуну, конечно, по вам, но так уж вышло, что наш отпуск заканчивается именно встречей с Никакуном, поэтому мы здесь. И сразу, короче, с места в карьер. Но помимо импульсивности, Кагаме также обладала пытливой проницательностью, и от мысли о ее сверлящем меня взгляде уже становилось не по себе. Там в прошлой серии, если вы смотрели, если вы не смотрели, то посмотрите, она там что-то зашла, короче, в кабинет, и это было событием, вот, не знаю. И сейчас мы заостряем на этом внимание. Ник, ну давай, звонок уже скоро. Обратись к моему секретарю. Ну, естественно, мы сразу начинаем с того, что говним на киоске. Это наше нормальное состояние. А после этих моих слов действительно начался урок. Разговор с Кагаме нельзя было откладывать, особенно после вчерашнего. Я встал на сторону Эли и тем самым уж точно не обрадовал Ивамуру. А Кабаяши Джун вполне доступно разъяснил, что в мои обязанности впредь входит следить за ней. И это в моих же интересах. Урок закончился, и я позволил Кагаме спокойно выйти из класса, отмахиваясь от назойливой болтовни киоски. А кто отмахивался? Мы или Кагаме? Предложение построено таким образом, что непонятно. Нетрудно было догадаться, куда она пойдет. На крышу! Я не буду говорить, что надо делать. Я не буду. Нет, не заставите. И действительно, через пару минут я нашел ее на крыше, безразлично взирающую на будничный Токио. Готов поклясться, что в другой ситуации и при других обстоятельствах она бы выглядела необычайно взрослой и серьезной. Но сейчас мне виделась только грустная, одинокая девочка, наблюдающая, как другие люди проживают свои жизни, не ведая забот. Ох уж это Токио, у которого вообще нет забот, особенно в будни вообще. Люди просто загорают, наверное. Я знал, что найду тебя здесь. Ты. Она обернулась, но не закончила фразу, лишь обреченно вздохнула. У меня вообще-то есть имя, Николай Анохин. Можешь звать меня Ник. Кагаме на мгновение задумалась. В отличие от... Я привыкла соблюдать вежливость, Анохин-сан. Когда ты это говоришь, звучит так, как будто железом по стеклу скребут. Она задумалась еще сильнее. Ладно, тогда Нико-сан. Пойдет. Если бы человека можно было изменить, просто изменив обращение к нему. Ой, ну вот не надо опять. Зачем ты пришел, Нико-сан? Мне кажется, мы вчера уже все выяснили. А мне кажется, что мы даже не начинали. Ты просто встала в позу и сбежала, как только что-то пошло не по-твоему. А ты бы, конечно, хотел, чтобы я сидела и молчала, выслушивала упреки от этой избалованной нахалки? Блин, да в чем она тебя упрекала, если помнишь, ты сама, что и требовалось доказать, отрезала она и отвернулась. Кагаме, послушай, если ты хочешь чего-то добиться от человека, довольно странно начинать с обвинений, хотя кто бы говорил, так уж ли часто я задумываюсь о чувствах другого человека, прежде чем вывалить на него то, что считаю правильным. Вот меня прям, я не знаю, меня в этом персонаже это так вымораживает. Он прям понимает, что он гнида. Он прям понимает, что он ведет себя как говно с людьми. Что он делает по этому поводу? Ничего. Он даже уже, типа, не ребенок. По российским меркам он 18-летний, уже, типа, полноправный гражданин. Он уже должен отдавать себе отчет вообще в том, что он делает. И если у тебя какие-то проблемы, иди к психологу, блин. Какой козел. Ну нет, зачем мы будем просто делать вид, что мы такой весь dead inside и... Ах, как держитесь все от меня подальше, пожалуйста. Ой, вообще не могу. Химицу точно сможет рассказать кое-что на этот счет, да и Кэтрин тоже.
Я просто констатировала факт. Факт в том, что такие люди, как Кобаяши Джун, определяют, что все остальные будут считать правдой. Кому нужна твоя философская истина в отрыве от реальной жизни? Отца тебе уж точно она не вернет. Отца тебе это уж точно не вернет. Но это нормально, это как бы разговорная речь, там пофиг ветер вообще, как строится предложение. Это норма. И что ты предлагаешь мне на коленях умолять эту принцессу? Если бы на ее месте была другая девочка, я бы подумала, что Кагаме готова расплакаться. Да мне вообще не кажется, что втягивать во все это Элли было хорошей идеей. Я уже говорил, что может знать... Подождите, почему выделено что? Или это у меня что-то с монитором? Или с глазами? Как будто бы курсивом выделено что? Я уже говорил, что она может знать о делах своего деда. Зачем здесь выделять слово «что»? Я не знаю, может, мне кажется, а может и нет. Много ты знаешь о работе отца. Вот-вот. От тебя помощи, что с козла молока. Я пытаюсь помочь. Такое отношение другого человека уже давно бы заставило развернуться и уйти. Другого человека. Нет, это все-таки курсив. Почему же я, точно уж не самый терпеливый из всех, до сих пор здесь? Знаешь, ты могла бы хоть спасибо сказать. Спасибо? За что? За что? Вдруг смущенно произнесла она. Нет, я не имею в виду, что растерялся и я, так как совершенно не ожидал такой реакции. Но обмен любезностями вряд ли решит мою проблему. Я понимаю и постараюсь помочь, но действовать надо аккуратно, по крайней мере, не усугублять и без того сложную ситуацию. Кагаме вдруг как-то странно наклонила голову на бок и прищурилась. «Если бы я тебя не знала, то подумала бы, что ты защищаешь Кобаяши, как будто между вами что-то есть». «Не бойся, даже если бы я хотел, мы с ней из разных миров». «А ты бы хотел? Как в сказке про Золушку». «К чему все это?» «Да просто мысли вслух». «Мысли вслух? Получается, ты обо мне много думаешь?» «Ой, вот ты...» Блин, это такие вообще какие-то вот просто мамкин пикапер, я не могу. То он там что-то про душ сказал, ну, тё, вместе в душ сходим. Теперь, получается, ты много обо мне думаешь. Это вот этот вот, знаете, чел, с которым ты познакомилась в Тиндере, и он, ну, ты такая говоришь, так, все, я пошла мыться, и он такой, без меня! Вот, короче, примерно такие же вайбы. Отстой, это такой отстой. Ужас, простите, что-то меня бомбит прям сегодня с самого начала, 7 минут прошло, а мне уже плохо. Да я не... Тут же вспыхнула она. Только как о человеке, который может помочь. Может... Да не... может, да не больно хочет. Хочет, да не больно может. Ну и что дальше, Нико-сан? Что дальше? Непонимающе переспросил я. Ты говоришь, что хочешь помочь. Так что мы дальше будем делать? Ну... Тут же в голове зазвучал грозный голос Ирины, требующий не шелестеть особо. С одной стороны, звонки и записки, исчезновение отца Кагаме и тайна смерти моих родителей. С другой, неулыбчивые ребята в штатском под командированием в высшей степени странного майора КГБ. Странный майор КГБ был у нас в другой игре. И даже если мое желание помочь Кагаме было искренним, я не мог игнорировать опасность, угрожающую мне лично. К тому же с каждым разом становилось все сложнее запомнить, что кому можно говорить, что нельзя, что говорил до этого, а что нет. Например, про Ирину. Один раз ты мне уже соврал. Я ведь извинился. Про что это? Блин. Про что он ей соврал? И что это меняет? В любом случае, такую проблему с наскока не решить. Надо действовать с умом. Это просто общие фразы. Она повысила голос и собиралась уходить. Опять убегаешь? Скоро звонок. Ну да. Я инстинктивно пошел в сторону, отошел в сторону, уступая ей дорогу. Облака лениво плыли по небу, а между ними умело лавировал самолет, оставляя за собой тонкий белый след. Интересно, если бы я сейчас выиграл в лотерею билет на другой конец света, то мог бы запрыгнуть на борт и оставить все заботы позади? Нет, он же уже летит наверху. Ты даже регистрацию не проходил. Нет, не получится. Вознестись вот
Так, на тысячи метров над землей и с высоты птичьего полета взирать на копошащихся внизу людишек. Все ж так себя чувствуют в самолете. Кто только сел в самолет в эконом-класс и сидишь такой: ох уж эти людишки внизу. Да и что мне, собственно, мешает? Деньги на билет есть, хватит даже на первое время в новой стране. Я знаю русский, японский достаточно хорошо все, неправильно, знаки препинания по-другому стоят, заново, отмена. Я знаю русский, японский достаточно хорошо, знаю английский, и хотя не блещу академической успеваемостью, считаю себя довольно смышленым парнем. Вопрос спорный. Однако звонок на урок буквально вернул меня с небес на землю, напомнив, что рожденный ползать летать не может. Еще что-то про волка надо сказать. Потому что волк тоже не рожден летать. Надо что-то с этим придумать. Пишите в комментариях. Объявляю конкурс на фразочки про нелетающих волков. В класс я вошел сразу за учителем, но тот сделал вид, что так и надо. Слава богу, как говорится. Кэтрин была на своем месте и с отсутствующим видом смотрела в окно. Как внезапно мы про нее вспомнили. И почему ее вообще посадили прямо за мной? Постоянно ощущать пристальный оценивающий взгляд у себя на спине кого угодно до нервного тика доведет. Вот ты прям серьезно думаешь, она прям сидит и пырит, да, на тебя? Делать ей больше нечего. И я буду его чувствовать, даже если на самом деле она на меня и не смотрит. И вот в этом весь наш главный герой. Что случилось? Возможно, в моей жизни в последние дни действительно появились вопросы поважнее несчастной любви, но мы ведь так и не разобрались в наших отношениях. Так, ребята, держитесь, сейчас лепестки полетят. Более того, куда-то исчезла такая острая раньше необходимость в этих отношениях разобраться, во что бы то ни стало. От подобных мыслей становилось не по себе, по телу даже пробегала легкая дрожь. Я, с одной стороны, корил себя за малодушие, дескать, не может маленькая житейская проблемка затмить великое чувство. Нифига себе маленькая житейская проблемка, типа там похищают людей, просто тебе приходят какие-то записки с угрозами, звонки, тебя похищает КГБ, и ты такой, маленькая, как? Маленькая житейская проблемка. Угу. С другой, где-то в глубине души даже радовался, ведь все эти шпионские интриги хоть немного снизили общий градус страдания. Я так долго упивался своей неразделенной любовью к Кэтрин, что как только появилась необходимость отвлечься на дела, не терпящие отлагательств, просто не знал, что делать. Более того, у меня не было никакой внятной стратегии реагирования на подобную ситуацию, на тот случай, когда придется двигаться дальше. Последние 1,5 года я жил словно в анабиозе, мы это уже читаем раз 4-й, наверное, про этот анабиоз, я не могу уже, меня тошнит. Застряв мыслями в том дне, в смысле день, а не дно, извините, когда мы виделись в последний раз, и в том дне, когда узнал, что Катя уехала навсегда. До какой-то степени существовать подобным образом мне было комфортно, да и Химицу прикладывала все усилия, чтобы ничего не менялось. Конечно, возвращение Кэтрин стало для меня шоком, и не только потому, что прервало монотонную череду черно-белых дней. Я оказался в ситуации, когда мне вновь придется столкнуться с источником собственной боли. Только вот эта Кэтрин совершенно не похожа на ту, что я знал. Нет, послушайте, это какой-то, как будто, знаете, типа в предыдущих сериях. Типа, мы тут забросили эту линию, решили вам напомнить, а что, собственно, вообще к чему. Спасибо большое. Нет, нельзя сказать, что за такой короткий срок она изменилась до неузнаваемости, но во всем, в действиях, в словах, в жестах, постоянно проскальзывало что-то чуждое и незнакомое. Я бездумно жаждал откровенного разговора с ней. Бездумно? Да, бездумно. Мечтал что-то объяснить и даже доказать, но при этом до ужаса боялся получить в ответ холодный взгляд и саркастическую усмешку. Конечно, уже совершенно не ту, что раньше. Какую-то более взрослую, умудренную опытом в 18 лет и словно потерявшую былой блеск
сменившую юношеский задор на зрелую рассудительность. Нет, я не знаю, что с ней случилось. Может, она реально пережила что-то страшное. Там можно и на 18 лет, на 50 лет повзрослеть и чувствовать себя почти на 70. Но вроде как ничего такого не говорится, не знаю. Я боялся видеть Кэтрин такой, боялся того, что на ее фоне сейчас выгляжу еще более инфантильным невротиком, что раньше. Самое страшное в жизни – неизвестность. Большинство людей гарантированно предпочтут риску изменений с небольшим шансом на улучшение жизни дальше вариться в котле фрустраций и лишений, зато стабильных, знакомых и понятных. Так и я слишком привык к положению вещей, когда нас разделяли тысячи морских миль. Мне было комфортно носить звание незаслуженно пострадавшего за любовь, жалеть себя, иногда по ночам плача в подушку. Ну, хоть не стеснять своих слез, это уже ему жирнейший плюс. Это, я считаю, огонь. На положение человека с душевной травмой я всегда мог рассчитывать на поддержку хотя бы со стороны Химицу. А Химицу типичная спасательница, конечно, да. Зачем лечиться от неугрожающего жизни недуга, если государство вам положило неплохую пенсию? Даже не знаю. Однако нельзя было просто игнорировать возвращение Кати в мою жизнь. Мне дали понять, что так продолжаться дальше не может. Кто? Кто дал ему это понять? Я должен либо разобраться с реальной Кэтрин, либо прекратить этот унылый карнавал жалости к себе. И нам все равно придется расставить все точки над «и», даже если на этом все и закончится. Какой кошмар. Я терпеливо дождался конца занятий. Дергать ее на перемене не хотелось. В конце концов, для подобного разговора нужно больше времени, естественно. А похищение отца можно быстренько за бутербродиком перетереть. Такой простенький вопросик. Нормально. Можно, в принципе, Кагаме на кружку позвать. Быстренько там 2 минутки обкашлять вопросик. И нормально. А вот неразделенная любовь, вот это надо, конечно, подготовиться. Я стоял около школьных ворот и переминался с ноги на ногу. С последнего урока убежал со звонком, так что никак не мог в этот раз упустить Катю. Подходящих слов, чтобы начать разговор, я так и не нашел. Не то чтобы это было действительно важно. В конце концов, тема ведь все та же. Школьники проходили мимо, не обращая на меня внимания. Поодиночке, вдвоем, втроем и даже целыми толпами, с хмурыми лицами, весело смеясь и переговариваясь друг с другом, уставившись себе под ноги и не замечая ничего вокруг, озлобленные, как будто на кого-то обиженные, и с приветливыми улыбками на красивых лицах. Почему, если ты богат, то обязательно в придачу и красив? Кстати, у меня тоже всегда был такой вопрос. И у меня есть несколько теорий. Если вам интересно, пишите в комментариях. Я вам скажу. Сейчас, наверное, не будем тратить это время. А я знаю ответ. О, Господи. Ответ знаю. Так. Это все не настоящая красота. Да, подручный. Денег держать, девать некуда, и они начинают себе делать себе. Все. Нет, а я просто думаю, что очень часто, ну как сказать, типа это же, допустим, там, например, был какой-то богатый человек, он себе, соответственно, в спутнике выбирает красиво, ну кого-то, кто, типа, короче, это очень сложный момент, короче, генетика, хорошее питание и отдых. Да. Вот и все. Поэтому я красивый. Да, ведь ты родился в очень богатой семье. Ты родился в духовно богатой семье. Не считая, конечно, киоски и меня, остальные ученики в нашей школе в большинстве своем оправдывали это утверждение. Как будто невидимый лототрон... Так, я знаю только слово лохотрон. На небесах, ну, я понимаю, что это такое, если что, старается по полной снарядить только избранных, выдавая им добродетели одну за другой. А когда очередь доходит до людей попроще, то хорошо, если хотя бы окажешься здоровым. Ну, я на здоровье не жаловался, хотя бы на физическое. Да уж, вот с менталочкой явно проблемки. Не Кукун, а вот и Химицу. Пожалуй, мне стоило догадаться, что уроки закончились и у нее тоже. Не Кукун, ты ждешь кого-то? Да, нет. Ну, то есть, моя решимость вмиг куда-то испарилась.
Перед Химицу я чувствовал себя оболтусом, который твердо решил заявить матери, что не станет поступать в институт, потому что видит себя в будущем переворачивателем пингвинов на Южном полюсе. Реально есть такая должность. Только, по-моему, не переворачиватель, а типа подниматель пингвинов. Что-то, короче, какая-то такая тема. Да, это работа мечты. Правда, блин, с моей любовью к холоду, наверное, нет, но это мило. Решил-то решил, но мама ведь расстроится. Ничего, если я мешаю, то... Да ты не мешаешь совсем. Вот ты где. И как будто одной Химицу было недостаточно, от школы ко мне решительным шагом приближалась Кагаме. Нам надо поговорить. Так мы ведь уже поговорили, сказал я, просто для порядка. Понятно, что это ее не остановит. Ивамура-сэмпай. О, я, кажется, чему-то помешала. Я надолго его не задержу. Обратилась она к Химицу. Та, в свою очередь, вопросительно посмотрела на меня. Минуту назад я собирался в очередной раз пуститься в выяснение отношений с Кэтрин. 30 секунд назад я пытался придумать, как бы при этом не обидеть Химицу. Сейчас же я изрядно опешил под натиском Кагаме. Знаешь, не все в мире крутится вокруг тебя и твоих проблем. Не все люди ждут, когда ты обратишь на них свое внимание, готовый все бросить и бежать за тобой по первому зову. Однако тон мой звучал далеко не так уверенно. Какие же у тебя такие дела важнее этого? Но и она смутилась, украдкой бросив взгляд на Химицу. Конечно, Кагаме по-своему права. По-своему. У нее похитили отца. Ты обещал помочь. Не понимаю претензии. А я просто боюсь сделать кому-нибудь больно, пытаясь усидеть на 2 стульях одновременно. На 3 вообще. 4. А может и на 3 и даже на 4. Спасибо большое. Необходимо было принять решение. Очевидно, что теперь в моей жизни не все крутится вокруг Химицу. Не все мои мысли подчинены Кэтрин. Однако, чтобы двигаться вперед, лучше сначала понять, что придется оставить позади. Нет, все-таки то, что тоже было курсивом написано. Я не знал, что Кагаме придумала на этот раз, не хотел даже строить догадки. Тем не менее, ее непоколебимая уверенность в себе и своей правоте увлекала за собой. «Извини», — робко сказал я Химицу. «Я буду ждать дома», — ответила она не сразу и ушла, оставив нас вдвоем с Кагаме. «Ну что, довольна?» — раздосадованно бросил я. «Я тебя не заставляла», — хмыкнула та в ответ. «И о чем ты хочешь поговорить?» «Не здесь». «А где тогда?» «Многоточие». Куда это мы? Уснули, что ли? Я безвольно шел за Кагаме, толком ни о чем не думая, словно один из стада баранов за пастушьим псом. Опа, ничего себе. Через некоторое время мы оказались в парке, в том самом парке, с которым у меня связано так много воспоминаний. Только не лепестки, только не лепестки. Мы часто здесь бывали с Кэтрин, она говорила, что ей нравится здешняя тишина и возможность побыть наедине с собой. А мне порой казалось, что она просто стесняется появляться вместе со мной на людях. Как бы там ни было, сегодня я с Катей так и не поговорил, и виной тому Ивамура. Я, наконец, поднял... Ой, слушай, не надо рассказывать. Если бы ты хотел, то ты бы, во-первых, еще бы от Химицу сразу бы отбрехался, да? Окей? Но ты даже этого не смог, а потом уже пришла Ивамура. Так что давай. Это была комплексная проблема. Я, наконец, поднял глаза от земли и посмотрел ей в спину. Может, хватит? Что хватит? Она сбавила шаг, обернулась. Мы уже достаточно далеко ушли от школы. Я не думаю, что за каждым кустом прячется шпион с подслушивающей аппаратурой. А ты уверен в этом? Я бы с такой уверенностью об этом не заявляла. Все бы тебе иронизировать. О. Ой, это не то. Вот так надо было нажать. Неплохо. Мне нравится. Красиво. Мы остановились на горбатом мостике, перекинутом через небольшой ручеек, впадающий в озеро. Кагаме облокотилась на перила и уставилась на воду. Не знала, что здесь есть такой парк. То есть ты просто шла, куда глаза глядят? Да. Мило и даже как-то по-детски улыбнулась она в ответ. Первые пожелтевшие осенние листья как бы нехотя падали с деревьев. Один из них, однако, ловко спланировал на голову Кагаме и запутался в ее волосах, но она этого не заметила.
Ты иногда кажешься рассудительным человеком, но это ведь только фасад. Что ты имеешь в виду? Проехали. О чем ты хотела поговорить? Мне кажется, что у нас все равно нет другого выбора, кроме как надавить на внучку Кобаяши. Она особенно акцентировала это «у нас». Но... Подожди, не перебивай. Кагаме грозно подняла руку вверх. Я знаю, что ты хочешь сказать, что она ничего не знает, что тем самым я только усугубляю ситуацию, но посмотри на это с другой стороны. Ну и пусть деду станет известно, что мы вышли на его внучку. Что в этом плохого? В этом очень много плохого, и я даже не знаю, с чего начать. Надо расшатать их иллюзорный мирок всемогущества. Только так мы сможем чего-то добиться. Может быть, вот это... У нее просто меняется выражение лица, я не знаю, какое прикольней будет. Я не знаю, мне кажется, вы этим добьетесь только, не знаю, пули в лоб. Я никак не мог понять, серьезно она говорит или нет. Конечно, подозревать Кагаме в бредовых маниях не было причин, но тогда что это? Юношеский максимализм? Расшатать иллюзорный мирок всемогущества? Ты себя слышишь вообще? Я скорее готов представить, как тот тип из офиса Кобаяши Джуна расшатает мне лицо. Вот это да. Ты просто боишься. Да, я боюсь, а ты разве нет? Она вдруг нахмурилась, как будто я сказал что-то очень обидное. Я не позволяю страху контролировать мою жизнь. Тогда это просто безрассудство, пусть и осознанное. Так ты поможешь или нет? И что я должен делать? Для начала поговорить с этой... У Кагаме явно были проблемы с тем, чтобы называть людей по имени. Так в смысле, в прошлой серии сказали, что вообще нельзя по имени называть. Элли, подсказал я. Да, с этой Элли. Очевидно, что меня она слушать не будет, а вот ты вполне в ее вкусе. Она ехидно ухмыльнулась. На что ты намекаешь? Просто женская интуиция. Мне почему-то не хотелось дальше выяснять, что именно подсказывает ей эта интуиция. Почему ты считаешь, что в этот раз что-то изменится? По-моему, Элли вчера четко дала понять, что не сможет нам никак помочь. Но ведь она даже не пробовала. Хотя бы попроси ее, я не знаю, сделать что-то, поговорить с дедом или с кем-то еще, кто обладает реальной властью. И с какой стати она должна меня слушать? Убеди ее? Как? Да не знаю я как, придумай. Она разозлилась и топнула ножкой. Подплывающие к нам поближе рыбки тут же бросились в рассыпную. Я сразу представила этих жирных, этих карпов, вот этих таких золотистых. Ты от чего-то переоцениваешь мою способность к убеждению. Или ты недооцениваешь впечатление, которое произвел на нее. Да когда я вообще успел? В натуре, когда он успел? Когда подсматривал за ней в бассейне? Или когда подставил ее перед директором? Или когда пришел на концерт, на котором она бы не хотела видеть знакомых из школы? Я вообще не понимаю, в какой момент она вообще реально начала к нам как-то относиться, типа, по-хорошему. Но я вообще не поняла, почему. Почему так? Не понимаю. С другой стороны, Кагаме ведь тоже девочка, пусть даже и ведет себя вот так. Как? Как мальчик? Что? Я не понимаю, что означает эта фраза. Так что должна куда более точно чувствовать такие вещи. Чужая душа потемки, знаешь такое выражение? И если она говорит, что я вдруг ощутил, как кровь приливает к голове и отвернулся, ты не понимаешь, о чем просишь. А что такого? При удачном стечении обстоятельств сможешь стать зятем богатейшего человека в Японии. У меня сейчас непростой период в жизни, и я не планировал заводить новые отношения, даже из исключительно корыстных интересов. Не понимаю я парней. Разве она тебе не нравится? Нравится, но... То есть я хочу сказать, что существует еще что-то помимо внешней привлекательности. Какой ты нежный, оказывается. Представь себе. Мне начало становиться не по себе в обществе этой настырной девчонки. А если бы у Кобаяши Джуна был внук, а? Тогда что? Насколько я знаю, у нас за гомосексуализм не сажают. Это камень в огород СССР сейчас она кинула. Вот это да. Хорош уже шутки шутить. Ты бы сама легла под этого гипотетического внука, если бы было нужно.
Кагаме постаралась выдержать мой гневный взгляд, но все же стушевалась и опустила глаза. Не вижу смысла рассуждать о том, чего не существует. Как удобно. Так это нет? Я поговорю с ней, больше не обещаю. Только так казалось возможным прекратить этот идиотский разговор. Я прошу тебя впредь оставить свои глупые идеи. Счастливо. Я буквально сбежала от Кагаме, чувствуя с одной стороны жгучую обиду, а с другой необъяснимый стыд, словно родители поймали меня за рукоблудие. Возможно, в другом мире мысль о том, что у нас могут быть отношения с Кобаяши Элли, показалась бы даже приятной. Но не сейчас, когда мне угрожала реальная опасность и когда в Японию вернулась Кэтрин. Опять Киану Ривз пришел. Может, он дорогу домой не может найти? Я медленно шел домой, нарочито выбрав самый длинный маршрут. Дома ждет Химицу, дома ждет очередной допрос с пристрастием, дома ждет та самая старая жизнь, которую так отчаянно пытаются перевернуть с ног на голову Кагаме и Элли. И Ирина еще. Не знаю, того ли добивалась Кагаме, но сама мысль о том, что все может быть по-другому, все не обязательно должно быть связано с Химицу и Кэтрин, прочно засела у меня в голове. Конечно, свет в окнах горел, а как же иначе? Она же сказала, что он будет ждать дома. Чего удивляться. Я постарался как можно тише открыть дверь, разуться и на цыпочках пройти на кухню. Мне всегда было интересно, что Химицу делает одна. Казалось, что без меня она пребывает в некой суперпозиции. Мы виделись днем возле школьных ворот, когда Кагаме утащила меня на разговор в парк. И вот уже вечер, и я вернулся домой. Существует ли что-то между двумя этими точками пространства и времени? Да нет, она телепортируется сразу, прям спаунится на кухне у тебя, и все, сразу с готовым борщом. Продолжает ли существовать Химицу? Серьезно? Серьезно? На полном серьезе он рассуждает об этом? Пожалуйста, пусть это шутка. Нико-кун, чего крадешься? Нет, я понимаю, окей, типа он просто этим авторы хотят показать, насколько Химицу вообще свою жизнь положила на то, чтобы заботиться об этом просто несчастном ублюдке, что у него даже возникают мысли, а живет ли вообще она как кот Шрёдингера, она как бы и живет, и не живет одновременно. Когда ты ее не видишь, она уже у него на кухне. На самом-то деле. Короче, это все понятно, но просто это же не слова автора, это его мысли в его голове, и он даже не одернул себя, типа, за то, что, блин, что за чушь, конечно же, она, блин, живет, она живой человек, у нее есть своя жизнь, свои какие-то интересы. Нет, он даже не одернул себя. Как же тяжело-то каждый раз, господи. Нико-кун, чего крадешься? Что же сегодня мне этого не узнать. Типа, что она делает одна. Угу. Хочу сделать тебе сюрприз. Спасибо, днем ты уже сделал, ответила Химицу таким тоном, что сразу стало понятно. Она обиделась. Ты хочешь поговорить об этом? Я сел рядом с ней и с удивлением для себя отметил, что стол пуст, плита холодная, а кастрюли и сковородки на своих местах. Вставай, хренач теперь себе борщ. Не знаю, а стоит? Если ты считаешь нужным. Не знаю, Нико-кун. О чем вы сегодня говорили с Ивамурой Симпай? Выглядело так, как будто у нее к тебе какие-то очень важные дела. Важные дела? У Кагаме? Какой смысл это сейчас отрицать? У нее реально были важные дела. И она подошла и дала это понять. Зачем ты просто в очередной раз Мне нужно водички попить, я не могу. У меня кончилась вода. Так, усмехнулся я, но тут же спохватился. Конечно, Химицу знала, что я небольшой фанат японских формальностей, но некоторая фамильярность, простительная в других обстоятельствах по отношению к девочке, могла выйти мне боком. Однако она как будто не обратила внимания, по крайней мере, сделала вид. То есть это всего лишь вопросы по учебе? Химицу в это никогда не поверит. Ты что-то от меня скрываешь. Что-то случилось в последние дни, но ты не хочешь говорить.
Да что в моей жизни может случиться такого? Впрочем, это была неправда. Да, это вранье сплошное. Даже с ее точки зрения. Достаточно хотя бы возвращения Кэтрин. Вот ты мне и расскажи. Неожиданно повысила она голос. Конечно, я не хотел впутывать Химицу в свои проблемы. Боялся, что ей будет угрожать опасность. Ты задолбал. Ты ей уже рассказал очень много из того, что может причинить ей опасность. Уже все. Но и откровенно врать и придумывать оправдания под ее пристальным взглядом становилось все сложнее. Между нами ничего нет, если ты об этом. Я не об этом. Я понимаю, что у тебя сейчас на уме только Кэти Тян. Кэтрин? Нет. То есть, да, то есть, конечно, я думаю о ней, как же иначе. Как бы кто бы на моем месте не думал. Может быть, так действительно будет проще. И ты просил Ивамуру-симпай помочь. Не представляю, каким образом Кагаме могла бы мне помочь с Кэтрин, но раз Химицу сама пришла к такому умозаключению, грех будет ее переубеждать. Виноват, каюсь. Вот ты-ка это... Нет, а ты! Рыжая! Ты посмотри на меня! Ты что вообще... Ты зачем ему борщи хреначишь? Ты зачем это все делаешь? Он сейчас вообще, получается, типа, прямым текстом говорит: да, я думаю о своей бывшей, и другая девочка должна мне помочь помириться с этой бывшей. И она такая: ну вот и выяснили, вот и хорошо. Нет, это не хорошо вообще. Вот видишь, Нико-кун, от меня ничего не скроешь. Восторженно воскликнула Химис. Восторженно, восторженно. Совершенно неуместная реакция, как по мне. Да, по мне тоже. Так это вы сами написали, это же не я придумала. Если ты так хочешь, чтобы с Кэти Тян поговорил кто-то другой, мог бы попросить меня. Однако несколько дней назад я и сам стал невольным свидетелем их разговора, и не сказать, что это была беседа двух давно не видевшихся подруг. Именно с такой формулировкой и была фраза в той главе. А тебе не кажется, что это было бы неуместно просить тебя поговорить с Кэтрин? Поговорить? Да и о чем, собственно? А о чем ты просил поговорить Ивамуру-симпай? О чем я просил поговорить Ивамуру-симпай? Медленно повторил я, растягивая каждое слово, словно надеясь, что за это время успею придумать ответ. Нико-кун. Химицу нахмурилась и придвинулась ближе. Я инстинктивно отстранился и отвел взгляд. Ну, просто... Понимаешь, Кэтрин же не хочет со мной разговаривать, а тут человек незнакомый. С Кагаме она, по крайней мере, еще не ссорилась. Пока не ссорилась. Если бы они были знакомы, уверен, это дело пары минут. Это не ответ. О чем? Ты хотел, чтобы они поговорили? Блин, я на допросе, что ли? Блины будем печь потом, а сейчас ответь на вопрос, пожалуйста. Она постаралась смягчить свой тон, но это почему-то меня только больше разозлило. В конце концов, я не обязан перед тобой отчитываться, с кем и о чем я разговариваю. Даже если моей целью и было защитить ее, все это звучало жестоко. Я чувствовал себя словно капитан старинного брига, попавшего в страшную бурю. Я изо всех сил пытаюсь крутить рулевое колесо, но такому суденышку не выстоять перед гневом бушующей стихии. Солнце, я не хочу тебя обидеть, просто есть вещи серьезные, опасные вещи. Сейчас не время об этом говорить. Фу, я даже не могу это прочитать с нормальной интонацией, потому что это мерзотно. Солнце, так пренебрежительно. И еще так, не хочу тебя обидеть, просто есть серьезные вещи. А ты... Фу, почему такое фу? Опасные вещи? Нико-кун, во что ты впутался? У тебя памяти, что ли, нету? Он рассказывал уже. Да я ни во что не впутывался. Можешь ты мне поверить, что все будет хорошо? Но сейчас я не могу тебе... Подожди, можешь ты мне поверить, что все будет хорошо, но сейчас я не могу тебе рассказать подробности. Просто так нужно. Окей. Нико-кун. Химицу заерзала на стуле, явно нервничая. Мне вдруг стало жарко, я вскочил, подошел к двери в сад и открыл ее. Значит, с Ивамурой-симпай вы говорили не о Кэти-тян? Я не знал, что ответить. Еще минуту назад этот вариант казался мне неплохим.
А сейчас вся ложь в очередной раз рассыпалась раньше времени. Нико-кун. Ну что? Я обернулся и посмотрел на Химицу. Она была готова расплакаться. Я не могу сейчас сказать больше. Тебе и не надо больше знать. Как только станет можно, тебе угрожает опасность. Нет, конечно нет. Ну а что тогда? Зачем все эти тайны? Я ведь хочу помочь. Ты никак не сможешь мне помочь. Тогда я пойду. Она встала и медленно вышла. Я же продолжал смотреть на утопающий в лунном свете сад. Многоточие. Ёперный театр. Как у меня горит стул, плавится подо мной. Не знаю, правильно ли поступил, скрыв правду от Химицу. Точно одно. Она действительно никак не смогла бы мне помочь, а вот градус напряженности подскочил бы здорово. Начались бы слезы, причитания, расспросы. Впрочем, все могло сложиться иначе. Сейчас я 1 на 1 со всеми этими проблемами и могу поговорить разве что с Кагаме, да и от нее много чего скрываю. А эти разговоры, как минимум, не добавляют душевного спокойствия. К тому же Химицу не приготовила ужин. Вот коза, да? Просто чё сидела, пришла? Вот дает. Порой я с некоторой досадой отмечал, что чувство голода приходит иногда в самый неподходящий момент. Когда надо сесть и спокойно подумать, сконцентрироваться, сосредоточиться на проблеме, твой желудок бесцеремонно напоминает о себе, требуя внимания, которое нужно совсем для другого. Чувствуя себя Диогеном, которого грубо выкинули из бочки, я полез в холодильник в поисках продуктов для ужина. Когда человек голоден, то зачастую ему хочется съесть не листик салата или яблоко, а вполне определенный набор продуктов. Жирное, сладкое, соленое и разные их производные. Так заложено эволюцией. Прикол, я в этом не разбираюсь. Однако, если просто затолкать в себя достаточное количество хлеба, то ты неизбежно насытишься и им. Меня всегда выводила из себя подобная несправедливость. Различие между тем, что ты чувствуешь до, острое желание приобщиться к чудесам кулинарии, и после, безразличие к еде, а иногда даже и боль в животе от переедания. Я не был талантливым поваром. Даже на уровне средненькой домохозяйки готовить не умел. Мой холодильник и кухонные шкафы, как работники тыла, тоже не были готовы к жесткой кулинарной битве с неустановленным противником. В итоге пришлось ограничиться заварным раменом. Он же уже готовил. Он готовил яичницу в какой-то из серий. Почему сейчас нас пытаются убедить в том, что он вообще, типа, может только БПшку кипятком залить? Не понимаю. Я лениво ковырял палочками уже остывшую лапшу, когда непонятно зачем тишину моего дома нарушил дверной звонок. Стрелка часов уже приближалась к полуночи. Поздновато для гостей. Однако меня все-таки успокаивала мысль о том, что КГБ и мордовороты корпораций не предупреждают о своем визите, смотря зачем они пришли. Могут и предупредить... Ты-то чё приперлась? И действительно, вместо головорезов за дверью оказалась Кэтрин. «Какой приятный сюрприз!» — сказал я и посмотрел через ее плечо на улицу. Никого. «Ты не выглядишь особенно обрадованным». Катя переминалась с ноги на ногу, было видно, что она не просто забежала выпить чаечку, чашечку чая перед сном и обменяться школьными сплетнями. «Просто я не ждал тебя. Я никого не ждал так поздно. Мне уйти?» Нетерпеливо бросила она, не скрывая раздражения. «Какого раздражения? Ты приперлась в 12 ночи к человеку домой, не предупреждала, потом такая: че тебе мешаю? Че мешаю? Уйти мне? Вы настолько стоите друг друга, я не могу на вас просто». «Нет, извини, входи, конечно». Зайдя на кухню, Кэтрин внимательно огляделась, словно очутилась в музее. «У тебя тут как будто ничего не изменилось. А чего ты ожидала?» «Я? Ничего». Она обернулась, бросила на меня короткий взгляд и улыбнулась. «Кажется, ты в школе хотел поговорить?» Многоточие. Я не знал, что ответить. Ее проницательность порой удивляла, а иногда и пугала. «Но потом нашлись дела поважнее. С нашей старостой». Почему-то она так нахмурилась. Закончила она, выговорив последнее слово с особой брезгливостью. «Следишь за мной?» «Да, что нельзя?»
Она вот прям точно так же отвечает, как он. Чувствуете? Как говно. Все, соситесь. Нет, мы его оставляем в гордом одиночестве. Ответила Катя без тени смущения. Я польщен. Мне начинало казаться, что этот разговор идет куда-то не туда, словно вырванный из реальности и не подчиняющийся законам мироздания. Сейчас у меня на руках более актуальные, более важные и даже жизненно важные проблемы. А Кэтрин заигрывает со мной, словно и не было этих 1,5 лет разлуки. Но все равно не понимаю, к чему ты клонишь. Разве мне нужна причина, чтобы прийти сюда? Вполне возможно, что и нужна. Да, блин, нужна! Типа, ты такая, я перевелась в эту школу не из-за тебя. Я хочу жить жизнь, учиться в школе, и как бы между нами все кончено, ты сказала. А потом такая просто приходишь к нему домой. Вы типа как-то хорошо общались? Нет. Вы хотя бы дружеские какие-то отношения возобновляли? Нет. Что ты здесь делаешь в 12 ночи без предупреждения? Тихо проговорил я. Это тихо проговорила я. Химицу же не нужна? Тогда ты борщ готовь. Я не знаю. Она сюда по делу приходит, у нее тут работа. Я смотрела на Катю и никак не мог понять, что у нее на уме. С одной стороны, конечно, я был рад, что она пришла, к тому же по своей инициативе. Но с другой, пришла она, очевидно, не просто так. Химицу не исчезла из моей жизни на год, не исчезала из моей жизни на годы. Это упрек? Да, это упрек. Просто вот это нашла коса на камень. Так интересно сейчас будет, ребята. Так, слова срывались с языка, как бы сами собой, не интересуясь тем, что об этом думает мозг. Часть меня страстно желала прямо сейчас наброситься на Кэтрин, расцеловать, повалить на пол рядом с Катацу. Почему-то это не выделили, видимо, подумали, что мы уже все. А? Кот. Это не кот, это, наверное, может быть, стол вот этот так называется. Правда, не знаю. Однако другой голос тихо, но настойчиво нашептывал-то мой, что передо мной совсем не тот человек, которого я знал и любил когда-то. Катя мало изменилась внешне за прошедшее время, но почему-то мне упорно казалось, что этой ночью я впустил к себе в дом незнакомку. Ты вообще по незнакомкам у нас, в последнее время. Что же, кажется, мне здесь не рады. Она развернулась и собралась уходить, но я схватил ее за руку. Подожди, я не хотел тебя обидеть, просто ты ведь должна понимать, как все это выглядит с моей точки зрения. Ты уезжаешь, даже не попрощавшись, потом возвращаешься и не желаешь разговаривать, а сейчас заявляешься ко мне, как будто ничего не случилось. Одна из немногих логичных фраз в этой серии. Как я, по-твоему, должен реагировать? Кэтрин на мгновение задумалась, потом села на стул и элегантным жестом поправила волосы. Наверное, ты прав. Я просто не знала, с чего начать разговор, как себя вести. Хотя, честно говоря, особенно озадаченной она не выглядела. И о чем разговор? Неделю назад ты нашел на крыльце записку. Записку? Протянул я. Так это ты ее написала? А как же почерк? Какой почерк? Наконец удивилась Кэтрин. В твоей тетради я листал. Твои тетради на перемене, пока никто не видел. А ты уверен, что это были мои тетради? Что? Я взяла у одноклассниц переписать. Ах, вот как. Выдохнул я и без сил опустился на стул напротив нее. Катя, ну зачем? Я хотела предупредить тебя, но, похоже, ты в моих предупреждениях не нуждаешься и сам прекрасно знаешь, как и с кем общаться. Но зачем? Почему не сказать мне прямым текстом? Ну вот сейчас и говорю, и что толку? Зря я вообще сюда пришла. Нет уж, раз начала, будь добра закончить. Кто за мной охотится? Что ты знаешь о работе отца? Ага, значит, теперь тебе интересно. Да ты издеваешься, что ли? Я не пойму. Она сверкнула глазами и подалась в мою сторону. «Катя, что это за детские обиды? Если ты что-то знаешь, пожалуйста, расскажи». Мне вдруг стало ужасно некомфортно от подобной близости. Ее лицо казалось буквально в полуметре от моего.
Да пожалуйста. Она отстранилась, также неожиданно скрестила руки на груди, закинула ногу на ногу. В первый день, когда мы только вернулись в Японию, я слышала разговор мамы по телефону. Она говорила про тебя и твоих родителей. Да и сам разговор был на повышенных тонах. Очевидно, что тебе угрожает опасность. И это все? Бессильно усмехнулся я. А что еще? Все, что ты можешь мне сказать? Ты даже не удосужилась спросить мать, что вообще происходит? Я говорила с ней, она сказала, мне в это не лезть. Сказала, что это меня не касается. Не касается, выдохнул я. Знаешь, а я ведь даже с ней согласен. Это действительно тебя не касается. И свое отношение ты продемонстрировала, подбросив записку. Сраную записку с кучей ошибок, Катя. Не ори на меня. А чего ты ожидала после такого? Я вдруг спохватился. Ведь Кэтрин, похоже, именно поэтому и не решилась прийти ко мне и поговорить обо всем Ведь Кэтрин, похоже, именно поэтому не решилась прийти ко мне и поговорить обо всем на чистоту. Она же решилась, вот она сидит. Справедливо ожидая от меня подобной реакции. Извини, я не хотела на тебя кричать. В этом и проблема. В чем? В том, что ты сначала делаешь, потом думаешь. Секунду назад я собирался вести себя сдержаннее, но Кэтрин одной фразой помножила мои усилия на 0. А ты долго думаешь, прежде чем что-то сделать? Интересно, сколько часов тебе понадобилось, чтобы принять решение бросить меня, даже не попрощавшись? Наконец ее лицо дрогнуло, и Катя, похоже, была готова расплакаться. Я прислала письмо. Этого достаточно? Что еще я могла сделать? Там все написано. Ах, письмо! Я вскочил со стула и бросился в комнату. Вот, получите и распишитесь, вернулся с нераспечатанным письмом и швырнул его Кэтрин. Адресат оказался недоступен. Так ты его даже не читал? Как видишь. Вот как? Почему она смутилась? Она вдруг еле заметно улыбнулась. Такая реакция показалась мне странной, но я был слишком возбужден, чтобы обратить на нее более пристальное внимание. Да, вот так. Тогда ладно. Она встала и аккуратным движением расправила юбку. Больше ничего сказать не желаешь? Я сказала достаточно, все, что знаю. Если узнаю больше, сообщу. Выход найдешь. Спокойной ночи, сказала она неуместно вежливым тоном на прощание. Когда за Катей закрылась дверь, я как мешок картошки повалился на стул. Пожалуй, для одного дня слишком много событий. Да, я что-то сама вообще вспотела. Падая с ног от усталости, я добрался до кровати и рухнул на нее, не раздеваясь. Так, видимо, следующий день у нас загружается. Я думаю, на этом будем с вами заканчивать, а то что-то я вообще ля-ля-ля, жу-жу-жу, я вообще не вывожу. Мне снилось, что мы с Кэтрин едем вдоль Большого каньона, бесстрашно смотря в пропасть. Короче, смотреть в пропасть и в бездну, и ждать, пока она всмотрится в нас, будем уже с вами в следующей серии. Ну вот я не могу, ну вот... Они прям вот созданы друг для друга, вот эти Кэтрин и этот Никокун наш, Никакун. Просто вот, я не знаю, соулмейты какие-то. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. И всех уже люблю. Пока-пока.